Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сразу же хочу ответить на два вопроса. Эти вопросы касаются агрогороскопа посева озимых зерновых культур в сентябре 2022 года. Ну и вопрос первый, почему мы даем по зерновым сидератам определенное время, и это стихия огня. Но для озимых культур по прошлым годам мы делали анализ, именно хороший результат получили в другом знаке. И что это за знак, мы с вами сейчас рассмотрим. Этот знак называется Телец. И в 2022 году очень хороший период как раз выпадает у нас и совпадает с теми временными рамками, которыми пользовались раньше при посеве в бывших коллективных хозяйствах. Бывших они уже ушли, сейчас другие коллективные, кооперативы различные, фермерские хозяйства. Ну и нам часто пишут именно фермеры или же те, кто имеет свои наделы и тоже сеют зерновые культуры. И вот раньше я очень давно этим вопросом занимаюсь и наблюдаю. Так вот, в нашем южном регионе, юг Украины, всегда вторая половина сентября и до середины октября, ну в крайнем случае, если была засуха, то до конца октября высевали семена зерновых озимых культур. Но вот самый лучший все-таки период вторая половина сентября, тем более, что сентябрь у нас, напоминаю, будет оппозиция Солнце-Нептун, будут дождики, по крайней мере, должны быть, и этот аспект позволяет надеяться на осадки, и можно посеять семена озимых зерновых культур во влажную почву. В любом случае, мы давайте рассмотрим вот этот знак и эти дни. Почему именно эти дни я выбрала, проанализировав еще раз и опыт многих лет, и проанализировав вот этот месяц в 2022 году, именно сентябрь. Получается, что как раз середина сентября. Далее. Телец как будто бы бывающая луна, но полнолуние у нас 10-го. То есть завершается сожженный путь полнолуния и начинается Телец. И это замечательное время. Первое. Почему мы именно выбираем этот знак? Это хорошая корневая система. Это долгие всходы, но зато дружные. Это выносливость против различных заболеваний, устойчивость против перепадов температур. Вот это все дает знак Телец. Плюс после сожженного пути полнолуния, еще раз повторю, и у нас получается, что 13 сентября можно начинать посевы с 16 часов дня, не раньше, и до конца суток, 14 сентября все 24 часа, и 15 сентября с 0 часов и до 16 часов. Далее будет время подготовки уже к моменту перехода в другой знак, в знак Близнецы. Это Луна без курса после 16 часов. Так что постарайтесь в первой половине дня завершить посевы, и вы получите хороший результат, хороший урожай. Вот такой у нас короткий, но довольно-таки хороший в плане того, что несколько дней можно подготовиться, можно заранее из этих 3 дней выбрать период для того, чтобы посеять семена озимых зерновых культур. Очень радуюсь, что многие уже становятся настоящими производителями сельскохозяйственной продукции. И зерновые культуры, и озимые очень удобно, и овощные, и садовые растения. Вы все молодцы. Преклоняюсь перед вами, уважаемые земледельцы. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик желают вам хорошей погоды, благодатной погоды для посева, успехов вам и
естественно, хорошего урожая, потому что телец дает не только хорошую корневую систему, здоровое растение, но и увесистый получается колос. И в колосе все хорошие налитые налитые зернышки, так что будет хорошая мука и хороший корм для птицы и животных. Всего самого доброго! До новых встреч на нашем канале.